Вообще я был фанатом Путина. Так. Я просто блогер, я вот в парике снимаю. А что с Икеей произошло? Почему я пришла, а она закрыта? Что за фигня такая происходит? А где Юникло? В смысле, блин? Какие... пацаны, СБшники, иди сюда. Чуваки что-то там недовольны. По большому счету, я лишился работы. С 24 февраля у меня там практически нет доходов. То есть я живу на то, что заработал. А еще есть золотой ёршик. Я такой ёршик видела в фильме Алексея Навального про дворец. Страна у нас в заложниках, и я считаю, что надо хоть как-то, хоть где-то, хоть иногда говорить то, что ты думаешь. У нас руководство – это какое-то божество, на которое просто надо молиться и слушать, смотреть им в ротик и слушать, что они говорят. Так это потому, что вы в том числе на митинги не ходили. Мы можем говорить, как зовут девушку? Слушай, вообще очень давно не надевал его на голову. Раньше чуть ли не каждый день. В мирное время. Так, это твоя квартира. Да. Как давно ты ее купил? Я ее снимаю. Как давно ты ее снимаешь? С января 2021 года. Привет, новый дом! В целом, можно заходить. А у нас что, интерьер в стиле провансаль? Сейчас буду наваждать. Уют. Где коробка со святой водой? Вот. Все, осветила квартиру. То есть вместе с елочкой она тебе досталась? Нет, елочка появилась только в этом году. Это первая моя елка, да. Почему ты ее не разбираешь? Уже вон зелено все. А вдруг завтра снег? Но вообще есть такое ощущение с февраля, что вся жизнь приморозилась? Ну да, есть такое ощущение у меня. И поэтому было, честно говоря, не до елки. Вот. Но знаешь, даже, может быть, из немножко других соображений я не убираю. Я думаю, может быть, мне снять ролик на тему Сантана в июне убирает елку. Ну, я думаю, что это частая история. Типа во многих российских семьях, когда летом люди убирают елки. Единственное, у меня сейчас не очень хватает мотивации в целом вот таким весельем заниматься. Поэтому пока стоит и стоит. Вот руки не доходят мне. Правду говорят, что у тебя последние полгода депрессия? Нет, неправда. Я вообще в целом не склонен к депрессии. Я позитивный человек. У меня бывает такое, что какими-то периодами настроение какое-то не очень хорошее. Но это у меня очень часто связано, например, там, с погодой на улице. Вот, например, вот последний такой период у меня был осенью, когда вот деревья стали голыми, все вокруг стало серое, и я вдруг как-то вот реально ощутил такую какую-то грусть, какую-то тоску. И она у меня продлилась, может быть, неделю. Это не депрессия, это такая легкая такая грусть. Такого, чтобы у меня это длилось дольше, чем неделю, мне кажется, вообще такого ни разу не было. Я последние 3 месяца нахожусь в каком-то таком стрессовом немного состоянии по понятным причинам, которого тоже никогда в жизни не испытывал, но и его я не могу назвать как депрессию, потому что человек, он ко всему ведь привыкает, и к хорошему, и к плохому, и к этому состоянию я тоже привык, и депрессовать и стрессовать дальше, заниматься каким-то вот этим самокопанием, я считаю, что это как-то неправильно. Из этого состояния надо выбираться. Поэтому, несмотря на то, что вот стресс присутствует вокруг, то тебя накрывает, то отпускает, я как-то стараюсь как-то все равно держаться на плаву. И в целом нормально себя чувствую. В этой связи на каком цвете мы будем с тобой разговаривать? Мы только что выяснили за кадром, что меня будет сложно откейтить, потому что я в зеленой футболке пришел сюда. Поэтому, давай мы цвет сделаем желтенький. А если у вас, например, еще вдруг получится откейтить мою футболку, можете сделать ее, например, синий. Договорились. Это неожиданно. Вау. Хорошо, такого еще никогда не было. Попробуем. Как человеку, который все это время развлекал, веселил, шутил и так далее, как ему вести себя в состоянии, когда все просто охуели и боятся, и точно не хотят веселиться? Ты знаешь, я спрашивал в сторис своих подписчиков, хотите ли вы от меня какого-то контента, как раньше, и мнения разделились. Многие писали о том, что они хотят видеть развлекательный контент, но были в том числе, конечно, и мнения, что, может быть, я не знаю, процентов, наверное, 30-40, что сейчас не время. И я вот сам, честно говоря, внутренне считаю, что это не самое лучшее время для прям вот совсем таких отвлеченных, увеселительных роликов. Я где-то сейчас слышал такое мнение, что
Развлекательный контент – это окей, но не увеселительный. А где эта граница? Развлекательный контент, он может быть познавательный, например. Там, твой контент так или иначе развлекательный. То есть, в смысле, он помогает человеку провести время? Да, да. Вот. А если, знаешь, я просто как-то вот буду там, как раньше, придуриваться, там что-то такое снимать, как будто ничего не происходит, не знаю, я, в общем, как-то посчитал, что это сейчас, совсем как-то неуместно, и я не буду чувствовать себя как бы до конца искренним. Я хочу очень давно снять такое высказывание вот лица Сантаны, осторожное на эту тему, но я не нахожу пока подходящих метафор. А вот Сантана, да. Сантана все-таки она такая очень понятная женщина из какого-то российского города. Правильно я говорю? Наверное, да. Она же такая простая девчонка, да, которая закончила мореходку. Фоткай ты, блин, фоткай ты. Капитан! Жаль, что я, конечно, не закончила мореходку. Ладно. Среднестатистическая женщина российская, да? Вот понимая ее типаж, как она реагирует на нынешние события? Хочешь ты не хочешь, человек не может сделать вид, что он вообще ничего не знает. Ты знаешь, такие люди находятся, потому что, ты же видела эти комментарии в интернете, а что с Икеей произошло, почему я пришла, а она закрыта, что за фигня такая происходит, а где Юникло? То есть есть люди, которые вообще не сращивают вообще, что происходит. То есть они пришли в магазин, увидели закрытые двери и такие, что такое? 22-й год на дворе или какой вообще? Есть люди, которые находятся в какой-то семье спецслужбистов, например. И у них там всегда определенная повестка. И всегда с определенной стороны. Такие женщины, они могут, конечно, только с этой стороны как бы к этому вопросу подходить и реагировать на него так, как реагируют на все это провластные какие-то люди. Есть жены каких-нибудь предпринимателей, таких вот современных, которые там немножко по-другому на этот вопрос смотрят. Очень много зависит от их контекста, от жизненного, в каких обстоятельствах они находятся. И, конечно, от степени их ума, наверное. А мне кажется, это вообще с умом не связано. И мне кажется, что там уход этих больших брендов, он, по идее, смысл был в том, что люди, посмотрите, что происходит-то с вами. Но мне хочется верить, что это открывает большинству людей глаза. Но вот я еще раз говорю, что есть те, которые есть люди, которые говорят, ах так мы заменим. Есть люди, которые искренне становятся в такую позицию, ах так, а мы вот так вот. Есть такие люди, как, например, Маргарита Симонян, которые говорят, мы жили без айфонов, так и проживем дальше. Я честно говоря, не понимаю, она говорит искренне. Мне кажется, что нет, потому что она-то понимает в глубине души, что это не она будет жить без айфона, а большинство людей в России. А у нее-то как раз айфон будет. В 2014 году Папа Римский Франциск впервые посетил Южную Корею. Для поездок по своей стране корейцы были готовы предоставить понтифику любую импортную машину. Предыдущие папы обычно выбирали что-то большое, дорогое и бронированное. Но скромный Папа Франциск выбрал бюджетную и компактную Kia Soul. Уже многие годы Корея стабильно входит в десятку мировых лидеров по производству легковых автомобилей. А еще в 1950-х казалось настоящим чудом, что в бедной послевоенной Корее, стране гужевых повозок, наконец-то смогли наладить производство собственных велосипедов. После них были еще и мотоциклы, а потом долгие годы попыток сделать собственный классный автомобиль. Помогло, как ни удивительно, государство, а точнее план по развитию крупной промышленности, который корейские власти запустили в 1970-х. План был такой: импорт автомобилей временно запретить, мелкие компании слить в крупные, а крупные поддержать. Этот скачок назвали корейским экономическим чудом. Вместе с новыми машинами в стране появились новые дороги, стало развиваться судостроение и производство электроники. Не отставала и легкая промышленность, в частности, косметическая. Улиточный муцин, экстракт центеллы азиатской, сок алоэ вера, жемчуг, мед и яичный экстракт. Какие только ингредиенты не придумали использовать в косметике корейские технологи. Все эти ингредиенты натуральные, и все они содержатся в разных линейках средств холика-холика. В корейской системе ухода за лицом каждое средство призвано решать отдельную проблему. Отсюда и все эти YouTube-туториалы, в которых кореянки умываются с использованием не менее чем десятка баночек. В
Холика можно подобрать и продукты для точечного ухода, и универсальные средства. Например, BB-крем – универсальное средство, которое одновременно устраняет недостатки и ухаживает за кожей, матирует, увлажняет и даже оказывает антивозрастной эффект. А вот этот гель с алоэ вообще чего только не делает. Им можно пользоваться и как увлажняющим кремом, и как кремом после бритья, и даже для лечения солнечных ожогов. Ну и, наконец, мой любимый и один из самых популярных продуктов в линейке Холика – крем с улиткой Black Snail. На 45% он состоит из муцина улитки, а еще в нем есть жемчужная пудра и ниацинамид. Все вместе дает выраженный анти-эйдж эффект. Купить косметику Холика в России можно где угодно. Она продается на всех крупных маркетплейсах, в популярных сетевых магазинах косметики и даже в некоторых супермаркетах. Переходим по ссылке в описании и выбираем актуальные для себя средства от Холика. А по промокоду КГордеева получаем скидку 15% на весь ассортимент. Что ты про себя думаешь? Вот на сегодняшний момент у тебя почти 2 миллиона подписчиков. И до 24 февраля это были какие-то взаимоотношения, да? Ты их веселишь, они тебя лайкают, приходят рекламодатели. Правильно я устроена? Да. 24 февраля люди, которые обладают медийным влиянием, они оказались перед очень сложным выбором, потому что у них было право что-то сказать. И тут вдруг воцарилась гробовая тишина. Ну, почти воцарилась. Почему оказалось блогерам так страшно что-то сказать? Я не призываю сейчас говорить, что все должны сказать «нет войне». Окей, ты считаешь, что да войне, скажи «да». Ну, нет, я, во-первых, так не считаю. И я высказывался в сторис, и у меня был пост в Инстаграме, где был черный квадрат, на котором было так и написано «нет войне». Но я этот пост заархивировал после того, как вступил в силу закон о фейках. И мне просто посоветовали его убрать, потому что мне сказали, что его могут применять задним числом. Поэтому я посчитал, что поскольку я никуда уезжать не планирую, лучше бы его заархивировать. Ну, это, конечно, такая, знаешь, может быть, немножко слабая позиция, но тем не менее. И я могу, на самом деле, понять всех публичных людей, потому что к ним особое внимание, и никому не хочется сидеть в тюрьме. Все понимают, в какой мы стране живем. И что у нас нет свободы слова. Но это получается, что как бы мы миримся с тем, что да, окей, мы живем в такой стране, где нет свободы слова, да и ладно. Ну, отчасти да. Но здесь вопрос уже, готов ты там рисковать или не готов. Вот и все. Ты не готов. Как тебе сказать, не готов? Я все равно так или иначе высказываюсь. То есть мои подписчики мою позицию знают. И несмотря на то, что у меня вот сейчас, если посмотреть на мой Инстаграм, нет никаких там антивоенных постов, мне многие пишут спасибо за твою позицию, потому что они ее видят, ну и потому что я ее так иначе подсвечиваю. Совсем как-то не говорить вообще, то есть чтобы просто вот я взял, замолчал, белый шум, и я никак к этой ситуации не причастен, никакого мнения не имею, я так вот не могу. При этом я не могу, не хочу точнее, там сильно вот кричать об этом, потому что я не хочу сидеть в тюрьме. Вот у нас такая страна, в которой, просто за то, что ты там что-то не поддерживаешь, можно присесть. Или уехать на 15 лет вообще. Ну, что-то меня такая перспектива не очень радует. И у меня в этом смысле большие претензии к людям. Хочется сказать, ну вот теперь вы понимаете, тем людям, которые, например, не выходили на митинги. Потому что я на митинги выходил. И там я, конечно, тоже рисковал. Вот, но я на них ходил. А те люди, которые не ходили, сейчас вдруг такие, что за херня происходит? Так это потому, что вы в том числе на митинги не ходили. И у меня, знаешь, вот такое вот сложное какое-то чувство внутри, мол, вот сами теперь расхлябываете вот то, что вот вы молчали тогда, вот это благодаря в том числе вам, благодаря тому, что вы молчали, вот происходит сейчас. Во время протестов были ли у тебя какие-то конфликты с представителями власти? Как сказать, конфликты? С представителями ОМОНа у меня такие довольно мягкие сложились взаимоотношения. Так случилось, что я был захвачен на одном из митингов, вот на том, который был в конце января. В конце прошлого января? В конце прошлого января, да. Это был митинг за Навального? Да. Так. В рапорте ОМОНовца, который оказался снайпером,
Было написано, что я ходил, выкрикивал лозунги и так далее. Ну, то есть у них просто копипаст, потому что у моего друга было написано точно так же вообще, слово в слово. И у всех людей, которые с нами были задержаны, было написано то же самое. Хотя, на самом деле, конечно же, я вел себя просто как нормальный человек, который вот просто выходит на улицу, показывая, типа, ребята, услышьте мой голос, пожалуйста. Вот я здесь, я существую, я россиянин. У меня другая точка зрения. И мало того, это произошло во дворе. То есть мы были на проспекте, потом приехали автозаки, и ОМОН начал смещать всех людей с этого проспекта. И, собственно, мы ушли во двор. Я, стою во дворе, ко мне приближается колонна ОМОНовцев, и от них отделяется 2 человека и начинают бежать в мою сторону. А я просто стою. То есть я вообще не подозревал, что просто меня можно за это просто взять, за то, что я просто стою во дворе. Они начинают меня бежать, а я от них начинаю бежать, естественно. Потому что я не знаю, что у них на уме. Вдруг они хотят меня этими дубинками заколотить. Я же много раз видел о том, как работают эти ребята. Я от них начал убегать, но предательские скользкие ботинки не дали мне этого сделать. И когда я уже прям почувствовал, что они приближаются, топот сапог прям ближе и ближе, я просто остановился, и, собственно, они меня поймали. Им надо отдать должное, они очень хорошо ко мне отнеслись. Они меня не били. Под белые рученьки увели меня в автозак, и все, и я уехал в отделение. Они тебя узнали? Я не знаю, узнали они меня или нет. В отделении потом меня узнали. И ты знаешь, мое разочарование в чем было? Я часто слышу, и в том числе я слышал, например, это от Навального, что каждый раз, когда его где-то задерживали, потом к нему подходили, так тихонечко говорили милиционеры, полицейские: слушай, мы все понимаем, мы на самом деле тебя поддерживаем, но работа такая, извини. Я думал, что я буду это встречать, но я вообще этого не встретил в отделении полиции. И был такой момент, когда они почему-то где-то потеряли мои документы, то есть уже всех кого-то отпустили, кого-то может быть, оставили на сутки. Уже все рассосались, уже приехала новая группа, и она уже рассосалась, а меня все не вызывают. Я что-то жду. Я подхожу, говорю: а вы про меня не забыли? Они такие: Круглицкий, а где у Круглицкого паспорт? Начинают искать, и его нету нигде. И ходят из кабинета в кабинет, не могут найти мой паспорт. И потом такая проходит молодая полицейская девочка. Надо же, потеряли паспорт такого известного человека. Че пошел ты туда? И знаешь, с таким укором, знаешь, с такой, как будто она какая-то моя мама, учительница, знаешь, начинает меня поучать, так мерзко, противно. Ты же такая молодая, неужели ты-то вообще, ничего не понимаешь? Примерно с таким же посылом все это делают. То есть я, честно говоря, вообще не встретил от них никакого сочувствия. Они меня воспринимали как преступника. Человек, который просто вышел на улицу и ничего плохого не делал. Я просто гуляю по своему городу. Тебе было страшно? Да. Поскольку я понимаю, что это Россия, страна возможностей, и что может произойти все, что угодно, с кем угодно, и несмотря на то, что я уверен в своей правоте, и в том, что я ничего не сделал плохого, я понимаю, что может быть все очень плохо. Конечно, у меня была надежда на то, что меня там не посадят ни на сутки, ни на 10, что меня выпустят. В общем-то, так и произошло. Несмотря на то, что, конечно же, они там нарушали вообще все мыслимые и немыслимые нормы. Например, я же имею право пригласить адвоката, ничего не подписывать и так далее. Они говорят: у нас операция «Крепость». И на территорию участка никому нельзя проходить. У меня адвокат уже стоял на пороге, но его, конечно, не пустили. И знаешь, и на тебя давят все время: подписывай то, что ты то, что мы написали. Либо ты уедешь на сутки. Угрозы такие, очень, очень неприятно, знаешь. Мне повезло, потому что мой друг, нас в одном дворе нахватили. Его, во-первых, увезли почему-то в Зеленоград, я не знаю почему. Его долго там держали, он ночью оттуда вышел. Но, ты знаешь, самое удивительное, что в этой ситуации... на меня же завели дело это административное, об административном правонарушении. О том, что ты был на несанкционированном митинге? Да. Выкрикивал? Да, выкрикивал лозунги,
типа Путин вор, вот, хотя я ничего Там не... прям в этом- лозунги были написаны? Да, были написаны что-то там про Навального, вот такое. Ну, их вот это творчество. Ну, то есть они просто вставляли, копировали вот всем, все одинаково. Так вот, самое удивительное в этой ситуации это то, что в конечном итоге, спустя несколько судебных заседаний, мы выиграли этот суд. И огромное спасибо я хочу за это сказать адвокату Еве Левенберг из ОВД-Инфо. Офигеть! Ты едва ли не единственный человек, который выиграл у ментов дело об административном правонарушении. Я же заговариваю. Потому что Россия – страна возможностей. Подожди, А ты говоришь, суд у нас, понимаешь? Подожди, Плохой. я же заикаться стал. Подожди, ты выиграл, они тебе какую-то компенсацию заплатили, извинения принесли. Да какие извинения? Нет, конечно. Судья там пришла, фыркнула что-то вот, на своем судебном языке. Вот, и все. Но мы уже не стали там никакие выпрашивать компенсации. Ну, признали свою вину и признали. И окей, хорошо. Но это произошло не потому, что мы вдруг так вот смогли доказать, что мы правы, а потому что у них там произошли какие-то процессуальные ошибки в деле. Например, там не была поставлена подпись в одном месте вот этого ОМОНовца. А это на юридическом языке, как я понял, это очень серьезная ошибка. И потом они перепутали мое дело с кем-то еще, и в одном номере было 2 дела, то есть какой-то еще дополнительный человек появился. Это уже появилось после того, как мы апелляцию подали. После задержания ты возвращался домой героическим образом? Слушай, но я не скрою, что было какое-то такое чувство, такое, блин, я прошел только что через какое-то испытание. Оно такое довольно лайтовым получилось, то есть, ну, потому что меня не били, вот, мне повезло, я не остался там на сутки или вообще на 10, я как будто в армию сходил, мне кажется. При том, что у меня есть знакомый товарищ, который в Питере во время этих протестных акций, конкретно этой протестной акции, находился в Питере, и он не участвовал в ней. Он просто с девушкой ехал на машине, они припарковались, чтобы выйти и выпить кофе, и его захватили и посадили на 10 суток. Просто за то, что вот он вышел кофе купить. Ты не похож на человека, который политический активист. Я не политический активист, это правда. Но меня очень глубоко волнует все, что происходит в стране. Я считаю, что страна у нас в заложниках, и я считаю, что надо хоть как-то, хоть где-то, хоть иногда говорить то, что ты думаешь. Я стараюсь не лезть на рожон, конечно. Тогда, когда это было еще там хоть как-то безопасно, я ходил. Сейчас думаешь, нет уже, все. Но сейчас да. Сейчас уже слишком риски велики, к сожалению. Первый случай в истории нашей программы, когда мы посещаем туалет, потому что люди должны это видеть. У тебя есть... Ты нормальный ёршик, да? А еще есть золотой ёршик. Ой, я такой ёршик видела в фильме... Ой, он тяжелый. Да. В фильме Алексея Навального про дворец... В Геленджике. Ты был во дворце в Геленджике? К сожалению, И нет. спер ёршик? Откуда у тебя этот ёршик? Ты его поставь, чтобы люди его видели. На самом деле, я очень горжусь этим ёршиком. Его мне подарили мои дорогие друзья, когда я праздновал в этой квартире новоселье. Это происходило там, буквально там, через неделю, через 2 после выхода этого фильма. Друзья подумали, что самым офигенным подарком мне на новоселье будет вот такой вот ёршик, как у владельца Геленджикского дворца. Это позолота. Он стоит... На тот момент он стоил 75 тысяч рублей. Вот. Я его сначала поставил себя на тумбочку в спальню, на прикроватную. Потому что я хотел, чтобы это был у меня просто такой предмет интерьера. Но подошел Федя Маслов и сказал: Стас, ты дурак, что ли? Ты должен им вытирать толкан. Блин. Действительно, буду-ка лучше им вытирать толкан, использовать его по назначению. И вот, собственно, он у меня здесь стоит с тех пор. Слушай, 75 тысяч – это столько, сколько в Сыктывкаре люди за 4 месяца зарабатывают. Вот может ли ты, человек из Сыктывкара, поверить, что у человека другого какого-то может быть золотой ёршик для унитаза?
Ну, раз он у меня есть, то могу. Я тебе клянусь, когда фильм смотрела, я думала, ну это-то вранье. Ну вот, представляешь, все-таки есть покупатели. Ну и я прям вот им горжусь, он мне очень нравится. Все началось с зомби, пришельцев и обезьян. В 2017 году разработчики Мэтт Холл и Джон Уоткинсон создали генератор 8-битных цифровых портретов. Серия из получившихся 10 тысяч картинок 24 на 24 пикселя, ее назвали CryptoPunks, положила начало одной из самых крупных и дорогих в мире NFT-коллекций. Но поначалу криптопанковские аватары можно было получить почти бесплатно. За символическую плату меньше $1 их выдавали всем желающим. Важно только, чтобы у желающих был кошелек на блокчейн-платформе Эфир. Сейчас стоимость одной такой картинки, точнее ее NFT, доходит до $23 миллионов. NFT сегодня – это самый популярный цифровой актив. Расшифровывается как Non-Fungible Tokens или невзаимозаменяемые токены. По сути, такой токен – это уникальный цифровой сертификат на нематериальный объект – картинку, аудиофайл или персонажа из онлайн-игры. В сертификате записана вся информация о создателе, текущем владельце и обо всех сделках с этим самым объектом. Разумеется, покупают и продают его только за криптовалюту. Информация привязана к фрагменту компьютерного кода и встроена в блокчейн, то есть подделать ее почти невозможно. С начала пандемии в мире случился настоящий NFT-бум. Ведь для того, чтобы создавать, продавать и покупать NFT, выходить из дома совершенно не нужно. На NFT-аукционах продолжают продавать буквально все. Первое в истории СМС, первую статью в Википедии, первый твит, старые мемы, альбомы и картины. А еще с помощью NFT можно делать добрые дела. Например, совсем недавно 14 современных художников превратили в NFT свои старые детские рисунки для того, чтобы продать их в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». Если вы тоже хотите погрузиться в криптокультуру, понять, как делать собственные NFT и зарабатывать на них, вам в криптошколу Moscow Coding School. Здесь готовят специалистов, которые разрабатывают следующее поколение интернета – Web 3.0, построенное на токенах и смарт-контрактах. В криптошколе помогают понять про блокчейн и крипту все. Дают ключевые технические знания, попутно объясняя инсайдерский жаргон и расшифровывая профессиональные мемы. У школы есть своя уже готовая платформа с курсами, а еще ежедневные стримы на русском и английском и панели с экспертами из классных криптопроектов, где можно задавать вопросы и узнавать, как все работает на практике. Сейчас в криптошколе стартуют сразу 6 буткемпов, полугодовых интенсивов с ежедневными уроками, где учат будущих NFT, Web3 и Solidity разработчиков, а еще DAO-архитекторов, DeFi-аналитиков и аудиторов смарт-контрактов. Курсы подойдут и программистам, желающим освоить новую нишу, и стартаперам, которые хотят построить бизнес в Web 3.0, и совсем новичкам, мечтающим освоить новую профессию. Организаторы обещают, что еще за время обучения у вас соберется солидное портфолио с реализованными проектами. А еще вы пройдете несколько тестовых собеседований и после выпуска получите диплом на блокчейне. Переходим по ссылке в описании, записываемся на понравившийся курс и погружаемся в криптокультуру вместе с Moscow Coding School. А по промокоду Гордеева получаем скидку в 20% на любой из 6 буткемпов. Это потому, что ты из Питера такой политически активный? Вообще я был фанатом Путина. Так. Я даже, когда в Америке был, мы туда приезжали по программе Work and Travel с друзьями в 2007 году, и я целыми вечерами смотрел на Ютубе, находясь в Америке, ролики про Путина, где он говорит о том, что он замочит всех в сортире, и там всякие там классные такие подборки. Какой у нас лидер классный. И потом, когда я купил iPod Touch, я помню, я закачал туда фотографию Путина, фотография с журнала Esquire, вот, и ходил, гордился. Вот, а потом я прочитал в 2010 или в 2011 году книжку Касьянова «Без Путина». Очень неожиданно. Да, и задумался. Это посеяло во мне зерно, после чего я начал интересоваться политикой и окончательно как бы не понял, что
неправда, что это неправда все. Ну, что происходит в стране что-то плохое. Какие тебе качества в Путине нравились? Нравились? Он, безусловно, прекрасный оратор, как мне кажется. Сейчас, конечно, я уже так не считаю. Он постарел, и как бы у него тональность как бы его речей изменилась. Но вот раньше то, как он говорил, это, мне кажется, очень хорошо действовало на массы людей. Ну, просто вот такой вот сильный мужик такой, не пьющий. Такой, дзюдошник. Мне кажется, просто на неподготовленного зрителя это действует. У него такой прикольный образ, мне кажется. А ты хотя бы раз за него голосовал? Да, голосовал. Голосовал. В каком году? Наверное, в 2004-м. И это было от сердца? Это было от сердца, да. Сейчас на выборах ты за него голосовал? Нет. На последние выборы я, по-моему, не ходил. Я в политике не сильно разбираюсь. И когда я, например, в чем-то не очень хорошо разбираюсь, я стараюсь довериться мнению человека, которого считаю для себя авторитетом. Например, Навальный. Угу. Если я не ошибаюсь, если это были президентские выборы, он говорил о том, что их надо бойкотировать. Поэтому я не голосовал. Понятно. Твое окружение в момент перемены твоих политических взглядов поменялось? Нет, не поменялось. Мы как-то все были всегда в одной лодке, и когда начались все вот эти протестные движения в России, все мои друзья близкие, они как-то все это поддерживали. Не было такого, что кто-то там такой, что ты делаешь, это вообще не то, это вообще неправильно, Путин наш лидер. Вот сейчас появились такие люди, они не самые мои близкие друзья, но так или иначе есть близкие люди, которые прям поддерживают спецоперацию. Вот. И что для меня, конечно, стало вообще абсолютно сюрпризом. И с такими людьми я сейчас стараюсь не общаться. То есть идеи просвещения или идеи разговора и переубеждения у тебя нет? Я, во-первых, не очень хорошо спорю с людьми. То есть, тем более, если это какие-то политические споры, это всегда заканчивается руганью. А так ты думаешь? Угу. Ты думаешь, что не дойдет до того, что мы все друг другу начнем глаза выцарапывать? Очень хочу верить, что нет. Ты про гражданскую войну? Да. Очень, очень надеюсь, что нет. Так вот, а Сантана-то что думает? На самом деле Сантана, она, может быть, до конца и не понимает, что происходит. Она просто понимает, что происходит какой-то капец. Хочу выразить, что касаемо поправков. Да, лично я выступаю против. Потому что со мной тут недавно уже произошла одна поправка, да, на 8 килограмм. Поняли? А мне не надо эти поправки ваши. Но рано или поздно все будет хорошо. Вот так вот. Слушай, это идеально, да, потому что вот такие люди, как Сантана, они говорят, скоро все наладится. Но я тоже считаю, что все наладится. Я просто оптимист по жизни. И несмотря на то, что я, смотрю на происходящее в стране вещи не глазами человека, который смотрит программу Соловьева, а другими глазами. Телек-то у тебя есть? Телек есть, но я его не смотрю. А зачем тебе телек? На нем Netflix можно смотреть. Netflix уже нельзя смотреть в России. Сейчас уже да, но контент, который снимает Netflix, все еще может смотреть. Я сейчас вообще с открытой душой смотрю пиратский контент. Потому что мне запретили смотреть Netflix официально. Я платил ему деньги, но они сами запретили это. Что мне теперь делать? Пиратим как можем. Так вот, несмотря на то, что я смотрю на все происходящее под другим немножко углом, я оптимист по жизни, и я верю, что все будет хорошо, и что все наладится. Да, может быть, не 2-3 месяца, может быть, дольше, но мне кажется, что в нашей стране в лучшую сторону может измениться что-то только сквозь какие-то такие очень нехорошие события. Я надеюсь, что пик этих событий, может быть, уже прошел. Но в этой каше обязательно что-то сварится хорошее, мне кажется. Я имею в виду хорошее для России в итоге, в конечном итоге. Ты, правда, действительно оптимист. А смысл жить в России и думать о том, что все будет плохо? Думал ли ты, по крайней мере, в первые дни начала войны, что нужно валить? Смотри, 24 числа началось все, а 25-го мы с семьей улетели в Италию. Это была
наша запланированная заранее поездка. Это наша традиция семейная, мы ездим кататься в горы. И все это было так ново, так стрессово, так жестко. И, конечно, ты там задумываешься о том, стоит ли возвращаться, потому что каждый день одна новость хуже другой. Даже не каждый день, каждый час. И я понял, что не смогу, потому что, во-первых, девушка моя, она сказала, что она не готова никуда, и поэтому, как я без нее. Вот. И второй момент, когда я думал о том, что, может быть, хотя бы первое время где-то там вот остановиться. У меня есть друзья в Португалии, думал, может быть, к ним туда, вместе с семьей. И когда я начал вот это продумывать как-то, знаешь, и как будто виртуально туда себя поместил, я вдруг понял, что я вообще люблю Россию. Я люблю наш быт, я люблю людей, хороших людей. Но в России много хороших людей. Я люблю сервис. Правда, он тоже не во всей России есть, но в Москве, в Питере, мне кажется, он очень крутой, на очень высоком уровне. Рестораны. Вообще нашу культуру очень сильно люблю. Поэтому, когда я виртуально себя туда отправил, я понял, что, я же просто там завою. Мне там будет очень сложно. И ты не поехал? Нет, не поехал. Не только поэтому. В первую очередь, конечно, из-за девушки. Ладно, ты сам сказал, девушка. Это действительно удивительно. Ты же во всех интервью прежде говорил, что ты не готов ни к каким отношениям, ты ничего не хочешь, ты хочешь... Да, я так и говорю. Да, и тут вдруг у тебя появляется девушка. Мы можем говорить, как зовут девушку? Нет. Точно? Да. Почему? Потому что мы так решили. Послушай, весь интернет, он не просто говорит, он кричит о том, что вас там, сям, везде видели вместе с Идой Галич. Девушка, о которой идет речь, это Ида Галич? Знакомое имя. Тоже Вайнер, да? Да или нет? Не знаю. Что за конспирация? Хорошо, вы знакомы с Идой Галич? Знакомы. Вы целовались с ней? По-моему, я покраснела. Может быть, потому что ты в цветах российского флага? Это также цвета французского флага и словацкого флага. И флага Нидерландов. Смотри, я бы с удовольствием с тобой поговорил на эту тему, но я со своей девушкой обсудил перед тем, как пойти с тобой на интервью, и мы пришли к выводу, что мы пока не раскрываем наших отношений. Принято. Фух. Ужас, я просто покраснела. Это не мое амплуа. Я вообще в целом не очень люблю личную жизнь выставлять на показ. Несмотря на то, что есть пара передач в Ютубе, в которых я довольно откровенно говорю про личную жизнь. Но меня там заставили просто. Например, Таня Мингалиева меня заставила просто говорить. Да. Потому что моя подруга. Но потом я просто подумал, что не, я не хочу. Я не очень люблю выставлять личную жизнь на показ. Я могу сказать, что у меня есть сейчас девушка, да, то, что я счастлив, то, что я влюбился впервые за много лет. У меня последний раз отношения закончились в 2011 или 2012 году. До Сантаны, короче. До Сантаны, да. Что такое любовь? Что такое любовь? Это когда ты хочешь человеком не только засыпать, но и просыпаться. Потому что, знаешь, за эти 10 лет, что у меня не было девушки, у меня же не было постоянной девушки, а там какие-то другие были. И я часто ловил себя на мысли, что после секса хочется, чтобы я один поспал, там девочка где-то там, не знаю, у себя дома. Так. Это такой, знаешь, это, конечно, я говорю, супер банальная мысль, но для меня она какая-то такая. Мне хочется просто просыпаться вместе с человеком, спать с ним в обнимку. Целовать хочется постоянно человека, обнимать, просто любоваться им, помогать ему как-то. Но когда ты в жизни что-то хочешь сделать не только для себя, а еще для кого-то рядом. Ты от себя вообще такое ожидал? Конечно. То есть у меня в глубине души у меня был запрос на
какие-то отношения. Просто я понимал, что вот там, в те моменты жизни, когда я, может быть, говорил это где-то в интервью, тогда я не хотел. А вот, может быть, с конца прошлого года я уже понял, что, пора бы. У меня семьи нет до сих пор. Мне 35 лет. Я уже детей хочу. Да? Угу. А девушка? Девушка хочет ли детей? Да. Хитрый вопрос, да, мы знаем. Хитрый. Ну, хочет. Может быть, даже она уже осуществила этот план. Ладно, хорошо, окей. В марте 2022 года Россия поставила какой-то рекорд за много-много лет по количеству заключенных браков. Представляешь, как по количеству, вот если браков убрать, совершенно меняется смысл предложения. Да по этому пункту, мне кажется, Россия поставила рекорд за последние 10 лет точно по количеству заключенных без браков. Но в том числе люди женятся. И оказалось, что ситуация страха – это ситуация, которая заставляет людей быть вместе. Вот я к чему подвожу. Собираетесь ли вы пожениться? Не, ну пока об этом не думаем. Вообще, мы только начали вообще в январе. Но вы уже прошли такое испытание? Но мы все еще проходим его. А это важно, чтобы у тебя были с тем, кого ты любишь, одинаковые, в том числе и политические взгляды? Да, важно. Ну, то есть мне это важно с тех пор, как я просто начал сам интересоваться так или иначе политикой, читать. Просто когда вот у меня были последние отношения, вот с той девушкой, с последней, когда я встречался, мы, по-моему, ни разу политику вообще не обсуждали, потому что, она ездит, и все, она меня не касается. Вот, а сейчас, да, это важно, конечно, для меня. Здесь отсюда очень красивый вид, такая вся шикарная Москва. Ты, когда сюда заселялся, ты думал о том, что вот Москва, она живет совершенно отдельной жизнью. И здесь свои проблемы, свои правила, своя роскошь. И здесь людям есть что терять, они это берегут. Вся остальная Россия, она вообще выглядит иначе. Москва – это не Россия, к сожалению. И мне очень печально видеть, как выглядит вся остальная страна. Вот стоит недалеко от Москвы уехать, и уже, в принципе, это можно наблюдать. Это, знаешь, это такой вопрос, мне кажется, который можно обсуждать часами. Вот в нашей стране все так устроено. Для своих все, а для остальных закон. Все здесь тусуются, где-то должно быть хорошо. Вся власть здесь находится, и поэтому они же должны где-то ездить по каким-то дорогам, в какие-то рестораны ходить. Понятно, здесь все. И все ресурсы здесь сосредоточены. Это логично, что здесь красиво, хорошо, вкусно, комфортно и так далее. А остальные, Воронеж, он же где-то там. Не кажется ли тебе, что хорошо и красиво мы заплатили какими-то годами молчания? Да, отчасти это так. Но ты знаешь, я например, я тебе говорил о том, что я ходил на митинги, и верил в целом вообще в протест, но я сейчас понимаю, что я уже в протест не верю. И можно сколько угодно сейчас что-то говорить. То есть на антивоенные ты уже не ходил в митинги? Нет, на антивоенные я не ходил в митинги. Мне кажется, сколько бы сейчас людей не вышло, и сколько бы людей не высказалось где-то в соцсетях или еще где-то, к сожалению, ничего не изменится. Мне кажется, что такие режимы, они заменяют сами себя. Эти режимы меняются наверху. То есть, мне кажется, произойдет какая-то, не знаю, внутриэлитная разборка, они что-то поделят или еще как-то. В общем, только таким образом что-то в стране может измениться. Слушай, это же жутко жить с ощущением собственной беспомощности, того, что ты вообще ни на что не влияешь. У нас такая страна. Я все равно верю в лучшее, потому что я верю, например, что у них они как-то, может быть, договорятся, что как-то что-то изменится в лучшую сторону. Но при этом я понимаю, что, к сожалению, мы живем в такой стране, в которой народ ничего не решает. И меня это жестко бесит, конечно же, потому что такое демократия? Демократия – это, банально это звучит, это власть народа, но у нас почему-то в стране, и многие люди поддерживают почему-то эту точку зрения, принято власть обожествлять. А это ведь не так, это же наемный персонал, это люди, которым мы платим деньги, которым мы доверили управлять нашей страной. Это как будто бы народ – это одна большая компания, ОООшка. Они создали какую-то компанию,
И, значит, у них все хорошо, они такие, блин, ну, надо нанять там какого-то руководителя, ну, типа, чтобы он просто управлял. И вот они нанимают президента. Ну, и как бы как ты относишься обычно к человеку, которого ты нанимаешь на работу? Ну, ты должен, конечно, там, уважительно к нему относиться, но ты главный в этой компании, а не человек, которого ты нанял управлять, правильно? А у нас почему-то это вот инвертируется. Вот мы наняли человека и начинаем на него молиться вот так вот. И потом, когда он плохо управляет, мы ему начинаем предъявлять претензии, он такой, а вы что, вы не охерели? В смысле, блин? Какие? Пацаны, СБшники, иди сюда. Чуваки что-то там недовольны. И вот нас так. И типа нас руководство – это какое-то божество, на которое просто надо молиться вот, и слушать, смотреть им в ротик и слушать, что они говорят. Прежде бы существовал, ну, условно, такой негласный договор между шоу-бизнесом и властью. То есть шоу-бизнес не лезет в политику и не выступает. И тогда за это его не трогают. Ну, пойте там сколько хотите. Хотите там в перьях, хотите без перьев. Ну, в общем, делайте, что хотите. Мне кажется, что сейчас тучи сгущаются, и от всех будут требовать очень четкой позиции. Так ли это? Ну, наверное, да. До меня доносили слухи такие, что вот сейчас прям будут очень четко это отслеживать. И там, условно, если будут те, кто не лояльны, то они просто там не смогут вести там какую-то свою деятельность. Ну, так же уже происходит, по большому счету. Те, кто высказался сейчас суперактивно, их же отменили всех. Что будет дальше? Да, блин, не знаю, что будет дальше. Ты был один из немногих мужчин, который попал на обложку «Космополитен». Это был вызов редакции? Это была смелость? Или для тебя это все довольно ожидаемые штуки? Если посмотреть на реакцию, которую это вызвало, то, наверное, это было смело с их стороны. Потому что это понравилось не всем. Ну, я видел реакцию фем-сообщества, в том числе, которые говорили, что у нас в стране нет нормальных девушек. Типа, что это за чучело тут? Несмотря на то, что в целом вот раньше в тех же фем-сообществах меня обсуждали в положительном ключе. Ну, меня, в смысле, как Сантану. Но и было много классных комментариев, положительных. Вот ты сейчас сказала, что я один из немногих мужчин, которые попадали на обложку «Космополитен», и мне даже так приятно стало, прикольно. Учитывая то, в какие времена мы живем, когда любой мужчина в парике, в юбке, на каблуках, он вызывает какую-то обеспокоенность разнообразных сообществ по поводу расшатывания скреп. Сталкивался ли ты с хейтом по этому поводу? Нет, вообще. У меня в комментариях царит абсолютная любовь. И для меня это вообще тоже удивление, потому что действительно, в нашей стране я хожу, по очень тонкому льду, мне кажется, с таким контентом. Обожаю фигуристое катание, все эти подкаты, тройнички. Сразу юность вспоминаю. Цены, конечно, да, сейчас? Растут, как ногти. Хорошо, хоть ты у меня дешевая. Че? Ну ты полторашка. Ты что, ногти добываешь, что ли? Я не понимаю. Пофоткай, пока я не вспотела. А я сзади красивая? А я уже похудела? Дверь без рук могу. Мне кажется, просто мне удается как-то не передавить. Я просто надел парик схематично на голову, и вот уже в этом образе существую. Если я, например, надел бы платье какое-то, там с такими вот плечами, да, с открытыми, я думаю, что я бы уже тогда столкнулся с большим количеством комментариев, потому что это бы уже по-другому выглядело. Мой образ, он схематичный. И несмотря на то, что он может некоторое отторжение вызывает, если ты первый раз видишь Сантану, потому что это бородатый мужик в парике, то потом, после того, как люди слышат, что я говорю, они понимают, что, так у меня же так же моя ведет себя. А я еду в пробке по проспекту непоколебимых. На проходе обязательно сидеть, нет? Колготки порвала из-за тебя. Да не поеду. Да я еду, что ты звонишь-то? Анжела, я не виновата, что ты вовремя приехала. 5 минут. Все, давай. Я что, голодный должна идти? А люди, которые тебя встречают где-нибудь там, не знаю, в ресторане, в общественном транспорте или еще, они тебя сразу узнают? Мы тут возвращались из Турции недавно. На выходе из самолета встретились с певцом Джонни. Вот, и нас с ними познакомили. Люди, с которыми я был вместе. С девушкой? Эти люди. Девушка, да, была с ним знакома. Вот, и он такой смотрит на меня, а мы с тобой разве не знакомы? А я с ним не знаком вообще. Я даже, честно говоря, плохо помнил, как он выглядит. Он говорит, мы с тобой знакомы? Я говорю, нет, я не помню, что мы с тобой знакомились. И тут я понимаю, что просто он меня видел. Я говорю, я просто блогер, я вот в парике снимаю. Он говорит,
точно. И такие моменты часто встречаются, что люди такие всматриваются, что-то. Очень смешной был случай. Я был на корпоративе «Пятница» телеканала новогоднем. Вот, и там выступал Меладзе. И, значит, он спрашивает у зала: что вы хотите, чтобы я спел? А я в детстве был просто жесткий фанат Меладзе. Вот сначала, с первого класса буквально. И я знал все песни, у меня были все альбомы. И я ему говорю: «Рассветная». Ну, песня такая, есть такая песня «Рассветная», она малоизвестна сейчас. Ну-ка, напой. Рассветная, рассветная, рассветная ты, любовь моя. Очень в свое время известная была. Меладзе такой: рассветная? Кто в зале сказал рассветная? И я такой: рассветная. И он на меня смотрит, такой: ты? Вот это ты? Вот так вот. Я говорю: да, это я. Он такой: давай, иди сюда на сцену. Я вышел. И вы вместе пели? Не-не-не. Он говорит: что ты говоришь, какую песню? Я говорю: рассветная. Он такой своих музыкантов: мужики, а мы можем рассветная? Музыканты такие: не. Вот, в итоге спели какую-то другую песню, но вот это был прикольный момент. Упрекали ли тебя в том, что это абсолютный сексизм? Конечно, иногда ты попадаешь на какие-то сообщения, в которых кто-то говорит... Я не такая. Да, я не такая. Что ты про пацанов не снимаешь? Что ты про девочек? Оставь нас в покое, урод! Вот. Ну и, конечно, там вот пишется о том, что это же сексизм. Кто-то говорит о том, что я бы, например, не смог... вот этим заниматься в Америке. Там бы меня сразу просто задвинули, отменили бы. Да, они бы тебя порвали. Поэтому так же, как и просто вот хейт, типа, фу, мужик в парике, иди нахер, также и обвинения в сексизме я вот, честно говоря, в свою сторону не замечал, к счастью. Я не знаю почему, но я говорю, мне кажется, как мне удается ходить по вот этой грани. А то, что ты не брил щетину, надевая при этом парик, это принципиальное условие? Ну, просто когда я надел его впервые, когда я его нашел на свадьбе, да, надел на голову и снял видос, я был не брит. Ну, потому что я просто ношу щетину. Я, кстати, все время себе представляю, до какого состояния нужно было дойти на этой прекрасной свадьбе, чтобы, гуляя, найти чей-то парик и напялить его на себя. Слушай, мне кажется, когда ты подвыпивший, и ты находишь парик на любом мероприятии, свадьбе, не свадьбе, да что угодно, первое, что ты делаешь, ты наденешь его на голову. Ну, по крайней мере, мужики такие, они, мне кажется, сразу это сделают. Андрюш, сейчас лопнет от смех. Ну и потом, я нашел его в 2015 году. К тому моменту я уже год занимался блогингом. И поэтому, когда ты блогер, ты же постоянно ищешь контент какой-то, типа, что сделать, что снять, какая-то идейка, опа, парик, хопа, сейчас сниму и запощу. Вот так и произошло. Я что хочу сказать. Жизнь, да, она как бы, такова, да, какова она есть. Вот, и больше не какова, да, как бы. Вот, как бы. Сантане предлагали участвовать в политической жизни страны? Политической жизни... Топить за Конституцию, топить против Конституции, топить за выборы. Мне предлагали поправки к Конституцию рекламировать, но это предлагали делать не Сантане, как бы, это мне предлагали. Они, наверное, рассчитывали на то, что Сантана выскажется, но так или иначе они писали моему менеджеру и предлагали прорекламировать поправки. Но я, конечно, в такую историю не готов вписываться. Почему? Потому что для меня власть легитимная закончилась в 2008 году. И с 2008 года она для меня нелегитимна. И я не готов рекламировать и коллаборировать с властью, которую я не выбирал. Если бы ты встретил человека, который, по-твоему, мог бы стать президентом в России, ты бы этому человеку доверял. Ты мог бы со своим медийным вот таким большим арсеналом этому человеку помогать? Я в целом не вижу ничего прям вот предосудительного в рекламе какой-то политики, какой-то позиции. Но важно, чтобы это было искренне. То есть, если ты, например, не интересуешься политикой, тебя забашляли, ты такой пришел, сказал туда что-то и ушел. Или если ты против, тебе заплатили, и ты сказал, это еще хуже. То есть, я против вот такого. Но если ты искренне во что-то веришь, почему бы не помочь? Так, где ты хранишь парик Сантаны? Долгое время, 6 лет, он у меня хранился в пластиковом пакете «Манго», таком зачуханном, пока у меня не появился менеджер свой собственный, который подарил мне вот такой вот пакет Louis Vuitton, в
котором теперь и живет моя дорогая Сантана. Кстати говоря, чтобы ты не подумал, что это какой-то обычный парик, это VIP-парик, понимаешь? Вот она, пожалуйста. Хочешь попробовать? Не, я не хочу. Ты что? Это же, это твоя Святой, женщина, да, святой. Это никак не связано с тем, что он выглядит, как будто его не стирали 6 лет. А его не стирали 6 лет? Кстати, не 6 лет, господи, прошло... Я по старой памяти почему-то говорю 6, потому когда мне начали брать интервью в 2020 году, ей было 6, а сейчас-то ей уже 8. Слушай, вообще, очень давно не надевал его на голову. Раньше чуть ли не каждый день. В мирное время. Ну, так вот. Ну, какова Гордеева, а? Ну, скажи же. А-ка, повернись-ка спиной-ка. А это кто сделал? Футболка – это наш мерч. Я же мерч выпускаю. Да-да-да. Да, это мы сделали сейчас, и мы хотим, какова красота спасет мир, запустить сейчас линию такой вот одежды, то есть там будет футболка и там аксессуары кое-какие, вот с этой фразой, и мы хотим прибыль от всего этого отдавать в фонд «Красный Крест» на помощь пострадавшим от украинского кризиса. Как ты лихо назвал его? Угу. Какие 5 самых главных словечек Сантаны? Что касаемо, а все уже. Какова красота. Где надо, там и где. Это моя прерогатива. Ты их подслушал где-то? Нет, в основном это все либо вырывается у меня как-то в порыве импровизации, я потому что часто просто импровизирую что-то. Иногда какие-то слова я прямо придумываю, сижу и придумываю. То есть я, например, понимаю, что здесь надо сказать вот такую-то фразу, но она звучит обыденно, как обычная фраза обычного человека. Я понимаю, что ее надо как-то исковеркать. И я начинаю вот включать мозг Сантаны и как-то пытаться коверкать. И вот таким вот образом, получается, рождаются какие-то словечки. Я как-то думал о том, чтобы снять ролик про то, как Сантана беременна. Но потом я подумал, что вот как раз в этот момент я могу нарушить какую-то вот эту тонкую грань. Но когда это может станет, на это не очень будет приятно смотреть, может быть. Не уверен, что у меня бы это зашло. Кстати, я когда снимаю ролики, я же собираю идеи от подписчиков. То есть я говорю, как вы себя, девчонки, ведете вот в этой ситуации, напишите мне перед тем, как ролик снять. И вот когда я собирал идеи про то, что Сантана беременна, мне очень понравилось, что девочка написала: когда я была беременна, я подняла мужа среди ночи и сказала, что я хочу нюхать рельсы. И он мне повез нюхать рельсы. Ты родом из Сыктывкара. Да. Что самое главное в Сыктывкаре? Самое главное там – это мои родители. Они там живут. Сначала мы жили в деревянном доме. С этим деревянным домом связана интересная история. У меня родители познакомились в торговом институте в Петербурге. После того, как они закончили, их распределили в Сыктывкар. Мама такая говорит: у меня деревянный дом в Сыктывкаре, его скоро сносят, у меня там доля. Нам выдадут квартиру в Сыктывкаре, давай мы ее обменяем на квартиру в Питере, вот, и все, и типа будем красивые петербуржцы. И вот они с этой целью и уехали из Питера после окончания института, чтобы быстро там вот эту рокировочку совершить с квартирами и как бы в Питере остаться жить. Так вот этот дом снесли только там 4 или 5 лет назад. Они поэтому в Сыктывкаре задержались. И первое время, вот лет, наверное, до 6 или до 7 я жил в деревянном доме с родителями. А потом папа с мамой купили квартиру в 9-этажке в новой нарядной сыктывкарской, такой панельной, классной. И вот до 10 класса я жил там, потом мы приехали в новую квартиру, чуть побольше, в доме, который там по соседству построился. Я в целом вырос в состоятельной семье. У меня, у родителей всегда были деньги. Откуда? Папа зарабатывал. У них была такая компания, которая называлась информационно-коммерческое бюро Коми. Они занимались консалтингом. И они работали очень много с датчанами, занимались проектом газификации республики. И вот у меня батя просто, не знаю, каждую неделю гонял в Копенгаген,
Он занимался там, в том числе визами, там, паспорта организовывал, там, заграничные делал людям. Вот ну, такая работа с иностранцами. И знаешь, это такая, ну, это совершенно другая Россия, такая там, время возможностей. И они прям вот, хорошо зарабатывали. В определенный момент эта компания не стала, потом он стал заниматься колбасой. У него была сеть продуктовых магазинов, называлась «Черемушки» в Сыктывкаре. И вот у меня дома всегда было очень много колбасы. Всех видов вообще. То, что ты из состоятельной семьи, там дальше две стратегии поведения. Одни дети этого очень стесняются, а другие этим очень пользуются. Ты какой был? Я помню, что мне было очень неудобно перед сверстниками, что у меня что-то было, а у них не было. Мне всегда было как будто неловко немножко перед всеми. В классе у нас тоже, знаешь, там не все были из состоятельных семей, там, может быть, я, там еще там пара человек, а все остальные там, ну, не очень из состоятельных семей. И я вот все время чувствовал вот этот вот какой-то груз такой, какую-то ответственность, не знаю почему. Ты 8 лет пел в хоре церковном? Ну, да. У нас был хор мальчиков, и весь наш репертуар в основном состоял из немецкой мессы, из литургии и каких-то вот старорусских вот таких вот церковных песен. Как ты туда попал? Меня туда привел папа. Вау. Ну, смотри, я когда был совсем маленький, вот, там, не знаю, года в 3, начал проявлять интерес к музыке. У нас в Сыктывкаре была такая передача на местном телевидении «Музыкальный сувенир». И я просто на нее залипал. Ну, то есть это просто там типа была ведущая, которая ставила песни. И какие-то там «Мои мысли, мои скакуны», там «Любэ» какой-нибудь и так далее. И, ну, и родители такие, ну, значит, он пойдет сейчас в хоровую капеллу мальчиков. Но у нас в Сыктывкаре больше ничего не было. Ну, подожди, на балалайке что, не мог научиться играть? Ну, теоретически мог, но просто у нас была такая вот, видимо, она была новая школа, нарядная. Батя знал директрису Валентина Ивановна. Он меня к ней отвел. Она сказала, все, мы тебя берем. Основной предмет в нашей школе – это был хор и фортепиано. И вот я еще на фортепиано умею так чуть-чуть играть. Ты был солистом там? Да. Я одно время солировал «Аву Марию». У меня был очень высокий голос. И родители ходили на твой концерт? Робертино Лоретто. Мы постоянно выступали в каких-то галереях, каких-то соборах. Мы даже ездили несколько раз на гастроли куда-то в Европу. Выступали там в всяких готических соборах. Это прям прикольно было. Знаешь, вот когда ты там внутри этого находишься, ты такой из-под палки поешь, ну, потому что тебя уже родители как бы отдали в музыкальную школу. И я очень долго хотел ее бросить. А потом, когда... А в хоровую капеллу мальчиков девочек не берут? Нет, может быть, это как-то просто где-то принято, такой формат какой-то старый. Честно говоря, не знаю почему. Да я тоже не знаю. Интересный вопрос, я, кстати, никогда об этом не задумывался. Алиса, почему хор мальчиков есть, а хора девочек нет? Нашлось в интернете. Потом у девочек появляется яркость, насыщенность, а у мальчиков в голосе остается детскость, легкость. У девочек голос развивается эволюционно, у мальчиков революционно. Мужской голос развивается до 25 лет. Это только интенсивная фаза. У смешанного мужского хора очень большой диапазон, в отличие от девичьего, где только 1,5. Девичьего. Чего 1,5? Спасибо. Октава, наверное. Значит, есть диссертация Полина Дмитриевна Арестова. Написала нам ее вместе с Аршиновым Николаем Алексеевичем. Короче, есть диссертация «Некоторые особенности работы с хором мальчиков в системе хоровой студии». Я тебе потом перешлю. Хорошо, спасибо Там большое. все написано. Так, почему тебе было скучно петь в хоре мальчиков? Ну, потому что это же не было как бы исключительно мое желание петь в хоре мальчиков. Меня туда родители отвели. И у нас в Сыктывкаре не было никакой студии эстрадного вокала. Ну, потому что это Сыктывкар, это 90-е годы, ну, там ничего не может быть. Есть только хор мальчиков. И потом, когда тебя начинают интересовать девочки, и вообще, в принципе, другие какие-то вещи, там, во дворе погулять, а ты вот с утра в школе обычный, а вечером в школе музыкальной, и так 5 дней в неделю. Ну, естественно, тебя начинает вот отторжение вызывать это. Естественно, хотелось не сольфеджио заниматься, а с девчонками тусить. Ты коми-язык знаешь? Я знаю только одно предложение. «Видя оланы дона йортьяс». Что это такое? Это «добро пожаловать, дорогие гости» на коми-языке. Вообще коми-язык похож на финский язык, потому что это одна языковая группа, финно-угорская.
А коми-люди? Слушай, ну мне сложно как-то их классифицировать, коми-людей, но я на самом деле вот для себя как-то выделяю какие-то внешние признаки. Вот я могу почему-то иногда вот посмотреть на человека и подумать, блин, вот он похож на коми. Я тебе не могу описать это, что это, потому что вот у меня, знаешь, какая-то странная штука, у меня плохая память на лица, то есть она в целом нормальная, но вот если меня попросят, например, составить фоторобот тебя или мамы, кого угодно, я не смогу это сделать. Ну, то есть, я не знаю, какую форму глаза у мамы. Ну, то есть, я как бы представляю ее лицо, помню хорошо. Но вот в отдельности я не могу это сделать, я не знаю. Также, поэтому я тебе не могу сказать, как примерно выглядит коми-человек. А мама твоя коми? Да, мама моя чистокровная коми. И она говорит на языке коми? Нет, не говорит. Это вообще в целом печалит, потому что у нас почему-то нет культа культуры. У нас как будто не принято, и может быть, даже немножко стыдно, там, не знаю, заниматься народным пением, там, народными танцами какими-то, ходить там, в русской народной одежде. Не знаю, посмотри на ту же самую Украину. У них много певцов, которые выступают вот в национальной форме какой-то, вот, они не стесняются. Но у нас это есть, проявляется вот это любовь к собственной культуре, там, например, на Кавказе. Вот чуваки там танцуют лезгинку, и у них это не зашквар, это круто. И это реально круто. А вот как-то вот в остальной части России это как будто, знаешь, ну, типа, фигня какая-то. И такое же отношение, мне кажется, к языку. По крайней мере, в Республике Коми. Вот у нас, когда я в школе учился, типа, мы посмеивались над теми, кто разговаривает на коми-языке. Я вот не знаю коми-язык. Мне кажется, было бы прикольно, если бы вокруг этого создавали какую-нибудь классную движуху, и чтобы народ сам хотел изучать этот язык. Родители, когда в Италии вы вместе оказались в феврале, они разделяли твои взгляды или они по-другому реагировали на события? Это очень важный для меня момент, потому что с тех пор, как я начал интересоваться политикой тогда, вот, в начале десятых, мои родители, они были очень провластно настроены. И шел очень долгий вот этот процесс обработки с моей стороны, который занял, не знаю, может быть, там пару лет. И в конечном итоге, вот, может быть, 2-3, может быть, 5 лет назад мои родители пришли в итоге к тому, что мы с ними на одной стороне. Это ты их убедил? В том числе я, да. Родители твои поняли, когда появилась Сантана и когда вот все это выстрелило именно в сторис? Если что, я пошла думать в гардеробную. Решил, что ли, подсматривать, как я думаю. Ух ты! Мудрость просто пришла, не обращая внимания. Ну, не мешай мне мудрить. Ну, они меня поддерживали, во-первых, всегда, мои начинания творческие. Но сначала, вот, например, батя, он такой, что-то, не знаю. Как-то, нормально. А я тогда еще работал, когда у меня появилась Сантана, у Жени, у моего брата в компании. И что ты делал там? У него экологическая компания, он занимается разработкой природоохранных документов, вывозом отходов там, и так далее. Вот с экологией связано. Вот. И я понимал, там сидел, что это вообще уже не мое. Я создан для другого, мне надо творчеством заниматься. И я вот нашел у себя для себя эту жилку, начал вот много времени ей уделять. И на работе, естественно, это отражалось. Вот. И, знаешь, я помню, папа говорил, что ты вот ерундой занимаешься? Можешь работать начать нормально? А потом какой-то вот слом произошел, когда, я помню, даже он мне сказал, прикольный сегодня ролик. Смешно, я даже посмеялся. Как-то постепенно вот они все больше меня поддерживали. Ну и потом, когда это стало мне деньги приносить, когда вдруг пришла известность, они уже, конечно, прям очень сильно за меня рады, абсолютно меня поддерживают. Удивило ли родителей твоих то, что этим можно зарабатывать? Я не могу сказать, что это их удивило, потому что они же меня спрашивали там теоретически, а чего, зачем это все? Я говорю, потому что вот в определенный момент, когда придет популярность, я буду на этом зарабатывать. То есть они понимали, что на этом можно зарабатывать. Ты верил, что придет популярность? Я не знаю откуда, но у меня всегда была уверенность в том, что я стану известным. У меня вот она просто была, эта уверенность, и все. У меня же долго не получалось. Я завел Инстаграм в 2014 году, а известность ко мне пришла только в 2020. Вот. И я не опускал руки, но только потому, что я понимал, что это вопрос времени. Придет время, когда все получится, когда все случится. Когда вдруг популярность начала приходить, и начались первые рекламные контракты, для родителей это не было удивлением, конечно, но, может быть, удивлением были суммы контрактов уже.
когда там за какой-то ролик ты сначала такой, 50 тысяч заработал. Они такие, ничего себе, 50 тысяч. А потом 100, потом 200 и так далее. Вот. Ну, вот здесь, да, конечно, наверное, здесь даже я удивлялся. Звездная болезнь. Ощущение, что ты богат и можешь все. Вот это все тебя накрыло? Мне кажется, что нет. Потому что ко мне вся эта популярность, она пришла довольно уже в зрелом возрасте. Мне сколько было? 33 года. Я как-то, знаешь, успел пережить все вот эти стадии. Я же начинал в 2014 году и ждал очень быстрого успеха. И очень многие блогеры, с которыми мы начинали в тот момент вместе, они поперли, у них пошел рост, они быстро достигли миллиона, а у меня этого не случилось. Хотя я такой, это будет здесь и сейчас. И я, если бы стал тогда известным, популярным в 2014, то, возможно, я бы не справился с этой ответственностью, потому что я помнил какие-то у себя такие вот шальные мысли, типа, когда мне где-то что-то плохо обслужили, там плохо со мной по телефону поговорили, я такой, смотрите, я вот стану известным, вы меня попляшете. Вот у меня такие были мысли. А потом, когда вот уже, знаешь, произошло вот это принятие, что вот этого сейчас нет и, возможно, даже не будет, хотя у меня была уверенность, что я добьюсь успеха. Вот я не знаю, может быть, из-за того, что я вот это пережил, прожил, принял, я подуспокоился. Когда это пришло, я, как мне кажется, этим нормально распорядился. Когда ТикТок, Инстаграм и все, что в нем стало запрещенным в России, какая жизнь наступила для блогеров? Грусть, тоска, печаль. То есть вообще контрактов нет сейчас? По большому счету, я лишился работы. Вот, в отличие от блогеров, у которых есть там прокачанные другие площадки, например, YouTube, у меня, к сожалению, прокачаны были те площадки, которые сейчас закрыты. Это Instagram и TikTok. И по большому счету вся эта ситуация, она полностью вообще лишила меня денег, то есть новых денег. То есть я с 24 февраля у меня там практически нет доходов. То есть я живу на то, что заработал. Есть, конечно, приходы, например, от косметики. У меня же косметический бренд. Просто это не те деньги, на которые можно жить на том уровне, к которому я привык. Какое-то время я могу себе позволить комфортную жизнь. Ну, а что будет дальше, не знаю. Надо что-то придумывать будет. В видеоиндустрии, в блогерской индустрии. Какие вообще сейчас настроения? Я не могу говорить за всю индустрию. Все те, кто блогеры из моих близких друзей, они, конечно же, переживают. Но, к счастью для них, они в большей степени YouTube-блогеры, так же, как и ты. Поэтому, несмотря на то, что вот сейчас такая тяжелая ситуация, они как бы все равно на плаву. У меня только Инстаграм, поэтому мне сложнее, чем остальным. И, вообще жалею, честно говоря, что, вот знаешь, в определенное время, когда вокруг моего имени был хайп, не занялся своим каналом, не придумал туда что-то такое, что можно было туда снимать. Ваши отношения с телеканалом «Пятница» и «Суббота». В какой они стадии и что вообще от этого ждать? Что от этого ждать? Тебе, наверное, лучше спросить у Картозия. Я по-прежнему являюсь просто лицом телеканала. Я там ни разу ничего не вел, никакие программы. А как можно являться лицом, ничего не ведя? Не знаю. Было что-то записано, что Нет. они могли бы показать? Нет, не было. Ничего не было записано. То есть они просто сняли тебя в промо? Они мне предлагали пару проектов, в которых могла бы поучаствовать Сантана, причем не я, а Сантана. И мне было неинтересно в этих проектах участвовать. Как-то, знаешь, если участвую, то уже в чем-то в том, что мне хотя бы будет нравиться. Тот формат мне что-то как-то не очень. Что-то там какой-то модный приговор, что-то такое, не совсем мое. Тебе не обидно, что Сантана востребована больше, чем ты, как Стас? Я не ревную ее к успеху. Это нормально, потому что меня народ узнал в образе. И теперь снять тут так вот парик, на самом деле это я, и забирать себе лавры, как-то это странно. Просто у меня есть мотивация придумать, сделать что-то, что будет интересно без образа. Мне кажется, у меня получится. Но вообще, на самом деле, я философски подхожу к этому вопросу. Когда началась пандемия, в 2020 году, когда вот только начали закрываться магазины, торговые центры, там вот эти ограничения первые, и когда поползли слухи о том, что сейчас вообще будет локдаун, я в тот момент работал на YouTube-канале про новостройки. Я такой сидел, думал, а вот если сейчас нас закроют,
я лишусь работы, и что, я в Сыктывкару еду, что я буду делать? Я ничего не умею вообще. Или куда я могу развиваться вдруг, если что, если я потеряю сейчас работу? И я вдруг обнаружил в себе очень такой давний, незакрытый гештальт, извините меня за это слово, связанный с музыкой. Я же, помнишь, я сказал, что я в детстве хотел заниматься музыкой? Ты в хоре пел? Да, я в хоре пел. И любил Меладзе, и хотел выступать на эстраде. И я вдруг понял, что я на самом деле до сих пор этого хочу. Я очень хочу заниматься музыкой, потому что я всегда вообще, я из дома без наушников не выхожу. Я очень много слушаю музыки. Я постоянно в наушниках, я не могу без музыки. И я подумал, а может мне попробовать начать этим заниматься, хоть что-то там делать. Я начал изучать музыкальные редакторы. Потом наступил локдаун, я уехал в Сыктывкар, понял, что это офигенное время для того, чтобы начать продвигать свой Инстаграм, потому что вдруг неожиданно зашел формат роликов новый с Сантаной, который вот у меня вот сейчас. И я подумал тогда, что мне надо эти ролики делать прям каждую неделю для того, чтобы вот создать этот виральный эффект, что в итоге как бы и сыграло. И потом, конечно же, когда вот у меня Инстаграм развился, я про музыку быстро-быстро забыл. И сейчас, когда мы снова как бы возвращаемся к какому-то условно разбитому корыту, я снова, подумал, видимо, все-таки мне надо заняться музыкой, и я этого действительно очень хочу. Ну, ты нам дашь что-нибудь послушать-то? У меня есть друг, Миша, вот он любит хип-хоп. И мы с ним давно пытаемся что-то сделать, потому что я считаю, что он очень талантливый чувак, он очень талантливый хип-хопер. Тебе придется делать вид, что тебе нравится. Мне нравится? Я просто слушаю. Я же не могу сразу танцевать. Все. А как все? Все, ты хочешь до конца Ну, дослушать? до конца дай хоть послушать. Ну, давай. Дальше же интересно началось. Классно. Да? Да. Спасибо. Все? Да, и класс, супер. Спасибо. У вас только одна песня? Пока да. Ну вот я надеюсь, что мы скоро выпустим эту песенку, а дальше там, уже там Ёлки, вдруг как это замотает работает? нас. Как можно написать одну песню и ее даже выпускать? Ну вот смотри, ты написал песню, ты хочешь, чтобы ее услышал народ, ты хочешь понять вообще, нравится твое творчество хоть кому-то, кроме членов твоей семьи. Это стандартная практика, когда сейчас артисты выпускают просто EP, по-моему, это называется EP, когда сингл-трек. Вот, а потом он станет, например, там, частью альбома, когда мы что-нибудь еще поднапишем. Это квартира абсолютно одинокого молодого человека. Ну как абсолютно одинок? У меня вообще-то девушка есть. Так вот, а выглядит она, как будто у тебя нет девушки. Да? Да, конечно. Есть... Почему? У меня там в ванной стоит косметичка. А, черт, я невнимательный. Я ёршик заметила, а косметичку не заметила. То есть вы после Нового года, получается, В познакомились? январе, да. Не, мы познакомились давно, мы начали встречаться вот в январе. И вы, получается, что самые тяжелые месяцы вы встречаетесь? Да. Ой, это тогда получается, что у вас любовь прошла серьезную проверку. Еще проходит. Еще ничего не закончилось. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю... вообще, вот знаешь, я даже на день рождения загадывал, когда желание. Я очень хочу, чтобы в России было комфортно жить и можно было свободно, полной грудью дышать. Вот я реально этого очень хочу. Вот я люблю страну нашу, и я очень хочу, чтобы здесь все жили хорошо, и чтобы это была мирная страна, свободная. Но это реально мое искреннее желание. Вот я этого хочу. Обалдеть. Интересно, когда человек мечтает о чем-то, что не его личное, а про общественное. Это и мое личное тоже. То есть я хочу говорить то, что я хочу говорить. Я хочу знать, что за мои слова, что бы я ни сказал, мне ничего не будет. Я хочу жить в таком обществе. И желая вот этого стране, я желаю это в том числе и себе. То есть я желаю комфорта, по большому счету, и себе, и всем остальным. У меня, знаешь, есть такая идея, может, мы загадаем, что ты уберешь елку, когда война кончится. Единственное, что видишь, с ней немножко сложновато жить, потому что штору надо сюда ходить постоянно, заворачивать, потом с нее сыпется постоянно вот эта белая штука, перхоть вот эта белая. И вообще, в целом, знаешь,
Я вот когда поставил ее, она у меня такая вся в гирляндах, красивая. Вот мне очень хотелось все время включать. Я уходил из дома, все это включал, приходил, все это так мерцает, горит, классно. А потом, когда вот началось такое весеннее настроение, несмотря на то, что она все равно не очень хорошая, мне вот как-то ее хочется убрать. Мне хочется уже, чтобы в квартире не пахло Новым годом. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Справедливость. Свобода или стабильность. Свобода. Правда или безопасность. Правда. Может ли президентом России стать женщина? Может. Она будет скорее похожа на твою девушку или скорее на Сантану? Хочется верить, что мою девушку. Что это изменит? Девушка или что именно? То, что она станет президентом. Моя девушка? Да. Хороший вопрос. Прикинь, ты будешь парнем президента. Вау. Да. Во-первых, что это? Блин, господи, интересный вопрос. Что это изменит? Ну, она хороший человек, во-первых. В отношении нынешнего президента я так не уверен. Вот, поэтому, как минимум, положительные сдвиги будут в этом моменте. Потому что, ну, принимая какие-то решения, важно все-таки руководствоваться какой-то, ну, какой-то человечностью, отношением к жизни. Я не уверен, что она будет хороший президент. Ну, так же, как и я не уверен, что я буду хороший президент. Ну, то есть это не потому, что она плохая, но просто для того, чтобы быть президентом, мне кажется, недостаточно быть просто хорошим человеком. Вот, надо быть эффективным менеджером. Вот, поэтому я сколько угодно могу петь оды моей девушке, но, если честно, то я бы не хотел, чтобы она была президентом. Вот ты понимаешь, по большому счету никто не хочет, никто этого не желает своим близким, и мы находимся там, где мы находимся. Тогда спрошу тебя о последнем. Где мы с тобой увидимся через год? В прекрасной России будущего. Точно? Да? Анжел, ну там наверху, наверное, тоже не дураки, да, сидят? Каково бы ни было бы, да, как бы наше правительство, оно наше, и оно правительство, не более и не менее, более-менее, да? Ну, Лавров не прав, конечно, я считаю. Пускай переделывает, а я есть хочу. Пойдем заслушаем.